Хочу рассказать свою историю о Хургаде. Нас много, у всех Хургада своя. Начинается примерно одинаково, заканчивается у всех по-разному. Моя история такова. Мне, как сейчас здесь, вернее, говорится, 60+. Когда годы стали приближаться к 50, я стала подумывать о своей старости, о пенсионном возрасте, где бы мне комфортно их провести. Поскольку я живу в северном крае, где 9 месяцев зима, естественно, мне хотелось более теплый климат. Я к тому времени была уже свободна, не замужем, сыну было на тот момент 30 лет. Я подошла к этому вопросу достаточно серьезно, с финансовой и моральной точки зрения. Я рассматривала варианты нашего Краснодарского края. Крым тогда был еще не наш. Краснодарский край, он, конечно, хороший край, но он хорош летом. Меня же интересовало больше зимнее время года, когда бы я могла бы покинуть свой край. То есть, таким образом, Краснодарский край отсеялся. И я рассматривала Европу. Но Европа тоже достаточно дорогой район, и я просто финансово его не потянула. И, как на сегодняшний день видно, Европа для нас тоже сейчас достаточно закрытый регион. Я рассматривала Таиланд, я рассматривала Вьетнам. И в конце концов, после нескольких поездок в Египет, именно в Хургаду, я остановила свой выбор на этой стране и на этом городе. Тому способствовало много положительных моментов. Взвесив все за и минус, я утвердилась в своем правильном решении. Во-первых, тогда были очень хорошие цены на жилье, потому что мне однозначно хотелось иметь свою квартиру. Я человек, который люблю свое. Не люблю съемные углы, люблю свой уголок. Во-вторых, тогда был хороший курс доллара. Я просчитала свою возможную пенсию по курсу доллара. Получалась неплохая сумма. В следующий момент было очень большим прямо плюсом в решении выбрать именно Египет. Была хорошая визовая политика в отношении лиц старше 60 лет. Это было конкретной точкой, что я остановила выбор именно на этой стране. Решение принято, деньги собраны, чемоданы упакованы, и я тронулась в путь. Естественно, для начала я рассмотрела разные районы города. Районы народные отмели сразу же. Район Каусер был настолько дорогой, дороже других, что я решила, что я его не потяну, и я взяла другой район, тоже близко, новый, развивающийся, с хорошей ценой. Самое главное, я купила новую квартиру в новом доме, которая была прямо чистая, никем не загажена, и где у меня были перспективы обустраивать ее на свой лад. Вы бы знали, как я загорелась этим, насколько было велико мое желание, насколько я полюбила свою квартиру, с какой любовью я ее обставляла, ремонтировала своими руками, сбивала плинтуса, ставила розетки, чистила мыло, закупала мебель. Гнездышко было готово, и я радовалась своим правильным вложением деньгам и хорошему приобретению. Дом, кстати, принадлежит египтянам, и рекламой было, что очень многие квартиры выкупались именно русскоязычными людьми, что было решающим тоже моментом в покупке именно этой квартиры. В очередной раз, приехав в Хургаду, в свою уже обставленную квартиру, мне нужно было связаться с хозяином дома для того, чтобы мне открыли вентили холодной воды, которые располагаются на крыше. Я написала предварительно хозяину, уточнила дату своего прилета, попросила открыть вентили, чтобы не быть без воды. Ну и сувениром привезла бутылочку из Duty Free. На что пришедший хозяин поздравил меня с приездом и предложил отметить мой приезд в одну из его свободных квартир. Я поблагодарила за приглашение, сказала: нет-нет, у меня совсем другие планы, во-первых. Во-вторых, вы здесь живете со своей женой и с ребенком. Мне в этом доме жить, я бы не хотела портить ни с кем отношения. Давайте не будем ничего больше. Мне приятно, что вы меня встретили, мне приятно, что вы мне открыли воду, мне приятно, что вы ко мне хорошо относитесь, этого мне достаточно.
А, Так 5 лет я летала на короткое время, и каждый раз товарищ, назовем его Ахмед, каждый раз предлагал мне встречу на своей территории. И каждый раз с моей стороны следовал отказ. Ахмед – это собственник дома, который построил этот дом, у которого я купила квартиру. Так, для зрителей, слушателей. Наступил 2020 год, и я приехала. В январе и феврале случилась определенная пандемия, всем известная, из-за которой я застряла в стране практически на год. Времена наступили сложные, отели закрылись, работы закрылись, магазины закрылись, многие остались без работы, я не смогла вылететь, потому что аэропорты закрылись, и я вынуждена была находиться здесь практически год. Ахмед, который в то время работал в школе учителем, тоже остался без работы. Его жена, русская, оказалось, немножко заболела, но впоследствии оказалось, что она очень серьезно заболела, даже так, что ей пришлось вылететь каким-то рейсом через третьи страны в Россию, и там уже выяснилось у нее смертельный диагноз. Мои отношения с товарищем Ахмедом ухудшались, потому что в отсутствие жены он стал чаще ко мне подходить, стучаться в мою дверь, но каждый раз получал отказ. У нас были инциденты, когда он просто, пока я поднимала покупки снизу в квартиру и оставив ключ в двери, он забрал этот мой ключ из моей двери, видимо, с тем, чтобы я пришла к нему просить помощи открыть дверь. Но я даже не подумала, что это мог быть он, я просто подумала, что я потеряла ключи, и поэтому я обратилась к посторонним людям, которые помогли мне взломать дверь. А свои ключи я потом нашла на следующий день в велосипеде, который был припаркован около моей квартиры. То есть мне его подбросили. Это был первый такой звоночек какой-то непорядочности. Кульминация всего этого случилась, когда выяснилось, что жена на самом деле серьезно больна. Ко мне однажды он постучался в дверь. Я открыла дверь, поскольку не было никаких раньше инцидентов таких сложных. И он стал спрашивать меня деньги за воду. На что я ему ответила, что деньги за воду я уже отдала женщина, которая занимается этим вопросом. Он хотел зайти в мою дверь, и я серьезно сказала: пожалуйста, мистер Ахмед, не переступайте порог моего дома. Я не хочу видеть вас в своей квартире. И у меня к вам очень противоречивые отношения. Я считаю, что вы мне уже не друг. На что мистер Ахмед, перешагнув порог моей квартиры, начал яростно крутить руками, делая вертолетики, сжав кулаки и нанося мне удары по голове и по другим частям тела. Я вначале не среагировала, потому что это впервые в моей жизни, я никогда никем не была бита. Единственное, что я потом начала делать, я стала ставить блоки из рук, чтобы удары были не по голове, а по рукам, и начала орать. Я первый раз в жизни так кричала. На мой крик стали выскакивать жильцы из соседних квартир. Мы прямо услышали эти сбегающие шаги. Мистер Ахмед выскочил из моей квартиры на площадку. Я тоже выскочила следом, когда там появились люди. Мы оба были красные. Я стала говорить, люди были все русскоязычные, выскочившие. И я стала говорить: он меня избил. В ответ он отвечал: ля-ля-ля-ля-ля. Нет, она обманывает, я ее не трогал, она сама плохая, она меня пригласила, она меня пустила. А я сказал: нет, у меня жена. Я говорю: вы что, мне не верите? Он пришел, говорю, и он начал меня бить. Две женщины, проживающие выше меня, они почему-то стали на его сторону и сказали: мы тебе не верим. Этого не было. Третья женщина, которая прибежала снизу, возрастная женщина, сказала: а я верю, потому что я знаю, что его жена была им бита. Его русская жена была им тоже бита. Я на эмоциях стала говорить, что я так не оставлю, что я пойду в полицию, я напишу на него заявление, чтобы его наказали за рукоприкладство. Попросила женщину снизу пройти в мою квартиру.
Мы нашли телефон полиции. Я стала звонить в полицию. Просила позвать, кто разговаривает по-английски. Подозвали. Я изложила ситуацию. Мне предложили приехать в полицию. Я сказала, пожалуйста, приезжайте сами, потому что он живет здесь, чтобы приехать, как говорится, на место происшествия, как это делается в цивилизованных странах. Они приехали, стали стучаться в его дверь. Там никто не открыл. И мне предложили проехать с ними в полицейской машине в участок. Женщина, которая спустилась, пришла ко мне снизу, отпросилась, потому что у нее дома была несовершеннолетняя внучка. И я поехала в полицию одна. Что вы думаете? Приезжаем мы в участок, и первым, кого я увидела в участке, был мистер Ахмед. Были те самые две женщины, которые встали на его сторону. И был египтянин, который живет и работает в цокольном этаже, у него там ландри, прачечная. И мне представляют, что вот приехал товарищ Ахмед, мистер Ахмед, и пишет на вас заявление, что вы его оговариваете, что вы сама нехорошая женщина, как здесь говорит Шармутта, и просто хочу говорить честного человека, и поэтому он привел 3 людей, которые подтвердили бы его как порядочного человека. Я стала говорить, что это неправда. Посмотрите, у меня синяки на лице, которые стали выступать. Офицер, который со мной разговаривал, обрисовал ситуацию, как это все происходит. Поскольку есть встречных 2 заявления, вы сейчас оба отправляетесь в Калабуш. Поскольку завтра пятница, выходной день, суд не рассматривает, то есть вам предстоит провести 2 дня и 2 ночи в участке, а потом состоится рассмотрение вашего дела. Но я вам уже на берегу говорю, что вам будет сложно доказать свою невиновность, потому что человек привез с собой 3 свидетелей, а с вашей стороны никого нет. Для этого вам нужно нанять адвоката, который будет защищать ваши интересы. Я была несколько наслышана об условиях Калабуша. Я была также наслышана о ценах адвоката. Эмоции мои уже немножко угасли, и трезво взвесив все, я поняла, что я здесь проиграю. Потому что 3 свидетеля, потому что, да, перспектива Калабуша – это не есть хорошее времяпровождение. И мы подписали бумаги, что мы приходим к договоренностям о том, что снимаем все обвинения друг друга. И в конце своего заявления я подписала просьбу не приближаться его ко мне и никоим образом не общаться. Это было мое требование. Следующее утро я проснулась с головной болью, шишкой на голове, с синяками на лице, с синяками на руках. Я позвонила знакомой женщине, которая была юридически подкована в данном случае. Она порекомендовала мне идти в полицейский участок снова, ехать в медицинский центр, фиксировать мои побои, синяки, и идти в консульство, благо оно рядом в нашем районе, в Интерконтинентале, идти в консульство и получить квалифицированную консультацию консула. Все это я сделала. В полиции мне сказали, поскольку вы уже написали примирительное соглашение, 2 раз мы вас не примем заявление. В медицинском учреждении мне сказали, что без полицейского направления мы вас осматривать не будем. А при посещении консула мне просто сказали, что женщина, а вы когда сюда ехали, вы о чем думали? На мой резонный ответ, что я просто думала спокойно пожить, сказали, нет, вы спокойно здесь не поживете. Одна женщина здесь не женщина. Обязательно должен быть мужчина, пусть даже сын-подросток, но чтобы был. Он мне прямо так и сказал, что вы сама все виновата. Если бы с вами хотя бы был 14-летний подросток, вы уже были бы защищены таким фактом. То есть я осталась ни с чем, битая, с разбитыми лицом и с разбитыми мечтами. Естественно, дальнейшее пребывание мое здесь не было комфортным. Я каждый раз боялась встретиться с ним на лестнице, спускаясь в доме, и знала, что поскольку я ничего не смогу сделать, единственное мое желание было плюнуть ему в лицо, но это бы ничем хорошим не закончилось. Что я хочу сказать?
Впоследствии эта же женщина, которая мне помогла, рассказала о других фактах, которые мистер Ахмед делал некрасивые вещи в своем доме. В частности, очень многие люди приезжают, уезжают, и на время их отсутствия он просто подключал свою квартиру к отсутствующим квартирам отсутствующих жильцов и таким образом воровал электричество. Люди приезжали и выясняли, что у них какие-то счета. Далее, впоследствии я узнала много некрасивого о мистере Ахмеде, о его некрасивых поступках именно от этой женщины. Именно с ней случился такой инцидент, что в свое время она покупала у него квартиру и рассчитывалась за квартиру в Москве. Рассчитывалась с его женой русской. Они назвали определенную сумму, которую она оплатила за 2 квартиры. Она купила прямо 2 квартиры на 1-м этаже. А когда прилетела в Хургаду оформлять документы, то сумма в документах была на $2000 меньше. Она спросила, почему так получилось. Ей ответили, что это идет комиссионный сбор за оформление туда-сюда. Она говорит, я понимаю, если бы я у риэлторов покупала, там бы был комиссионный сбор, а здесь-то вроде мы напрямую с вами, с застройщиком разговаривали. Но заплатила, как говорится, сама дура виновата. Далее у нее возник еще один конфликт. Но это, когда подписали договор, была указана сумма оплаты ежемесячного сервиса. И, как это бывает, случается в процессе проживания, сервис увеличивается. А у нее он увеличился еще и за 2 квартиры. На что она разумно сказала, говорит, слушайте, я живу в одной квартире, вторая у меня стоит в кирпиче. Я даже ее не отделала, там никто не живет. Почему я за 2-ю квартиру должна платить? Никто там не ходит, грязь не приносит. Зачем платить? И, в общем, я не знаю, правильно это неправильно, но конфликт возник, в результате которого просто мистер Ахмед перекрыл у нее воду. И женщина в течение 5 лет жила без воды. Просто без воды. В Африке, в Египте, в Хургаде без воды. Она ходила брать воду в колонки, которые имеют место быть бесплатной, либо ходила купаться и стираться к знакомым. Она обращалась к адвокатам. Они сказали, у вас есть договор обслуживания, вы его не выполняете, он имеет право перекрыть, хотя вот я точно знаю, что воду перекрывать нельзя. Вот прямо нельзя, категорически нельзя. Ну, случилось. Далее мне рассказали, тоже был инцидент. Женщина в нашем же доме, которая уже тоже продала квартиру, однажды в очередной приезд она приехала, и тогда у мистера Ахмеда с женой только родилась девочка. И жена мистера Ахмеда обратилась к этой женщине и попросила взаймы денег $2000 якобы на операцию ребенку. Якобы девочка родилась больная, срочно нужна операция. У той женщины сердце материнское, она эти $2000 дала без всякой расписки. Прошло некоторое время, она спросила у жены, когда вы мне начнете отдавать. Пока нет. Прошло еще некоторое время. Она снова спрашивает, где мои деньги. Жена мистера Ахмеда говорит, у меня денег нет, деньги у мужа. Спрашиваю у мужа. И когда эта женщина спросила деньги у мужа, у мистера Ахмеда, тот сказал, я у тебя ничего не просил, ты мне ничего не давала, поэтому ничего не знаю. Однако у мистера Ахмеда появилась новая машина. Таким образом, женщина поняла, что сама, опять же, дура виновата, никаких расписок, никаких документов не было, все было на словах. И пришлось простить свою глупость. Я для чего это все сейчас рассказываю по прошествии много лет? Потому что этот инцидент с хозяином, он не только разбил физически мое лицо, он разбил мои планы на будущее. Реально, прямо вот разбил. Потому что я строила свои планы, вымучивала, выстраивала, и все это было сломано одним жарким вечером на пороге моей квартиры. Почему сейчас я это рассказываю? Ну, скажем так, это моя месть. А месть должна быть холодной. Прошло 5 лет. Я это не забыла, но я это выстрадала. И это моя отметка, как сейчас говорят, бумеранг настигнет, мистеру Ахмеду. Потому что я в свое время писала директору школы, где он работает, о его некрасивых поступках. На что мне ответили, что на работе он порядочный учитель, и как он ведет себя в быту, их не интересует.
Я сказала, что мне интересно педагогам и родителям детей, что мистер Ахмед ведет себя в быту как абьюзер, бьет женщин и употребляет гашиш. Потому что это тоже неоднократно было замечено всеми жильцами дома. Как раз в период пандемии, когда он не работал, мы просто просыпались от того, что по дому шел вот этот запах. Он просто стоял в подъезде. Закончилось тем, что я приняла решение продать квартиру. Я это сделала. Я закрыла вопрос с Египтом в отношении собственного жилья. Но Египет не закрылся для меня совсем. Я могу приехать в любое время, как обычный турист, в комфортных условиях, без, наверное, подобных инцидентов. Жизнь продолжается, будем жить дальше. И пусть всем аукнется, кому это полагается. Я была наслышана, я достаточно трезвый человек. Я ехала сюда не за какими-то увлечениями, я ехала со своими средствами, со своими настроениями, исключительно с целью вот именно комфортно пожить определенный период своей жизни. Если бы я хотела просто потусить, я бы не занималась бы устройством квартиры или где-то. Я бы летала бы здесь и получала бы кайф, какой имеет место быть здесь некоторыми женщинами. Вот. Настрой у всех разных, позиции у всех разные. Ну вот у меня не сложилось, у кого-то складывается. Как-то так. Люди везде разные, но мне попался такой говнюк. Его многие знают, его многие узнают. Если он привлек на свою сторону 3 человек, защитников, то согласно Викториному ютубу, я думаю, у меня защитников больше будет, потому что у него все-таки 35 тысяч подписчиков. Потому что я ему сказала, когда мы как-то на лестнице встретились, что Бог-то видит все. И пусть люди еще и узнают, что есть такие мистеры Ахмеды.